Честно скажу, я просто не понимаю прикол этих видео, но эти видео набирают миллионы просмотров в социальных сетях. В TikTok, Shorts, YouTube, где угодно, в Instagram. То есть это короткие видео, в основном они вертикального формата, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Давайте покажу вам на примере вот, наверное, такого видео. Да? То есть есть видео, какая-то картинка движущаяся, какой-то текст, интересный текст, либо вот такое вот видео, где рассказывается какой-то факт, либо интересный какой-то факт о каком-то персонаже, о каком-то человеке. Я не понимаю прикол таких видео, но при этом они набирают большое количество просмотров. И меня просили, да, можно ли генерировать, либо создавать такие видео без участия человека. То есть без того, чтобы залазить в какие-то редакторы, искать какой-то текст и создавать такие видео. В этом видео я вам скажу, что можно такое делать с помощью вот такого вот шаблона, либо вот такого вот workflow пространства, процесса в N8N. Что здесь будет происходить? Мы отправляем запрос нашему AI-агенту через Telegram. Почему здесь подключен через Telegram? Здесь можно подключить и таймер, то есть чтобы вообще минимальное количество нашей работы было. Но здесь я также добавил к шаблону информацию, либо возможность подключиться через Telegram, чтобы задать конкретный вопрос. Например, запиши видео о, там, не знаю, Николе Тесла, либо об Альфреде Эйнштейне. То есть мы даем какой-то запрос с каким-то персонажем, либо, может быть, о Джеймсе Леброне, да? Мы даем какой-то запрос с каким-то персонажем, и наш ИИ-агент на основе этого персонажа, у него вбит специальный промпт, где он ищет истории, связанные с этим персонажем, пишет полноценный сценарий, и дальше генерируется видео, и автоматически это видео выгружается в социальные сети. Этот шаблон, он чем-то похож на тот шаблон, который мы создавали для того, чтобы сгенерировать AI-аватар, то есть автоматическое создание видео с нашим AI-аватаром. Единственное, здесь даже наш AI-аватар не нужен. Он будет генерировать видео через специальные сервисы, через специальные запросы на основе того промпта, той информации, того сценария, который он напишет здесь. Давайте в этом видео пошагово, подробно разберемся с этим шаблоном. Я покажу вам, как вы сможете создать нечто подобное и создавать на автопилоте полном огромное количество видеороликов для социальных сетей без вашего лица, без вашего участия. У нас с вами есть, как всегда, два варианта создания такого шаблона. Первый вариант: вы просто нажимаете три кнопки наверху в N8N пространстве и нажимаете Import from File и выгружаете сюда файл шаблона N8N, который находится под этим видео в разделе с описанием, либо в разделе с первым закрепленным сообщением. Там есть ссылка на бота, переходите на бота, попадаете к боту в Telegram, и бот вам подробно рассказывает, как вы можете скачать этот шаблон, либо получить доступ к базе шаблонов для N8N с подробными видеоинструкциями по работе с тем или иным шаблоном, плюс доступ к специальному телеграм-каналу, где собрана база работы с N8N и вообще с искусственным интеллектом. То есть вы попадаете в бота, и бот вам подробно рассказывает, как скачать этот шаблон. Второй вариант: вы сейчас вместе со мной пошагово создаете этот шаблон и на основе той информации, которая здесь есть. Значит, я постараюсь как можно сильнее ускорить этот процесс этого видео. Смотрите, я буду использовать Telegram в качестве триггера и просто, соответственно, скопирую первую часть Telegram, потому что я не хочу рассказывать сейчас, как пошагово создавать Telegram. Я вам просто расскажу, какая нода за что отвечает, для того, чтобы вы понимали. Значит, у нас есть подробное видео, вот здесь вот ссылка на это видео. Вообще в шаблонах есть подробные инструкции по работе с тем или иным инструментом. То есть если вам необходимо перейти, то есть вы не понимаете, как работает тот или иной инструмент, у нас под каждым инструментом, таким более-менее важным, есть ссылка на видеоурок по этой тематике. Видеоуроки находятся на YouTube, то есть здесь в канале, здесь есть, соответственно, эти видео. Просто найдите видеоурок по настройке Telegram и создадите такое начало. Потому что здесь что сделать? Здесь мы приходим, отправляем сообщение в Telegram главному помощнику, либо тому боту, который вы выберете. Дальше он проверяет, действительно ли хозяин этого агента написал ему, то есть здесь стоит фильтр. Дальше он имитирует печать, как будто бы он отвечает. Дальше он определяет
текстовое либо голосовое сообщение к ним приходит, потому что мы можем в этом шаблоне также не просто написать ему что-то, а можем проговорить, и, соответственно, он также поймет, расшифрует это сообщение через Whisper, то есть он определяет, если текстовое сообщение, он его напрямую отправляет нашему AI-агенту. Если это сообщение голосовое, то он отправляет его, он сначала выгружает его в виде файла, а дальше он отправляет его в Whisper от ChatGPT для расшифровки, и после текстовую расшифровку он отправляет уже в AI-агент. Просто дело в том, что AI-агент, он он принимает пока только именно текстовые сообщения, поэтому нам приходится использовать Whisper для расшифровки этого текстового сообщения. Это первый вариант работы через Telegram. Второй вариант работы: мы просто устанавливаем таймер, и он раз в сутки, либо раз там в 12 часов, в 13 часов, раз в 15 минут, он создает и генерирует нам, соответственно, эти видео и выгружает все эти видео непосредственно в социальные сети, те социальные сети, которые мы выберем. Хорошо, мы создали начало, то есть что будет являться триггером, что будет являться запуском. Дальше нам необходимо создать AI-агента. Мы выбираем стандартного AI-агента. Здесь выбираем вариант использования с промптом, то есть какой промпт в него придет. Если это будет вариант работы с обычным триггером, то есть здесь мы весь промпт записываем сюда. Если мы должны подкорректировать промпт и дать конкретную задачу, например, создай видео, сгенерируй видео не знаю, там, с Джеймсом Леброном, либо Майклом Джорданом, там, с Александром Овечкиным, да, кого хотите, то нам необходимо, чтобы запросы попадали сюда именно через наш Telegram файл, то есть через Telegram запрос. Поэтому мы сюда добавляем системный промпт и добавляем основной промпт, где будет содержаться информация о том человеке, по кому нам необходимо сделать видео. В качестве системного промпта я буду использовать следующий промпт. Ссылка на промпт также есть в Telegram-канале, то есть там есть вся информация по этому промпту. Если кратко говорить, то здесь промпт звучит следующим образом, что необходимо сгенерировать два варианта элементов. Первый вариант — это captions, то есть это субтитры, которые будут появляться под этим видео. Второй вариант — это скрипт самого видео, которое будет, соответственно, снято. Все это должно быть именно на русском языке. Дальше, значит, сколько должна быть длительность видео. И здесь мы указываем о ком. То есть, если мы ведем, например, конкретный блог по разным персонажам, то он здесь сам выбирает интересные идеи об определенном персонаже. Если же мы работаем через Telegram, то он сюда добавит персонажа, который мы ему сказали в голосовом сообщении. Поэтому нам необходимо еще прописать prompt message. Также он должен разделить ответ как бы на две части. Первая часть — это сам скрипт для передачи его, для генерации видео. И вторая часть, соответственно, captions. Это субтитры, которые будут появляться под этим видео. Хорошо, здесь в качестве промпта мы прописываем, что, соответственно, это промпт с текстового сообщения. Откуда мы это взяли? Давайте запустим и по шагам, соответственно, запустим этого агента. Давайте нажмем Test Step. Пока для этого временно деактивируем ноды. Нажмем так, сохраним. Нажмем Test Step. Создай видео про Майкла Джордана. Окей. И процесс прошел. Значит, мы сейчас пошагово активируем и проходим, соответственно, все процессы. Значит, здесь активируем тест степ, активируем тест степ, так как это текстовое сообщение. Эти два элемента мы также можем активировать. Здесь активируем тест степ, и сюда, соответственно, наше пришло сообщение: создай видео про Майкла Джордана. Здесь нам необходимо сейчас нашего AI-агента активировать. И здесь мы прописываем, соответственно, видео, создай видео про Майкла Джордана. Вот сюда мы этот запрос текстовый и присылаем. То есть это промпт, который будет приходить непосредственно в нашего AI-агента. Он также будет синхронизирован с системой Message для более правильной работы и правильного создания сценария. Значит, сюда нам необходимо еще добавить модель. Я выбираю либо Claude, либо ChatGPT. Давайте сюда выберем ChatGPT. Версию 4.1 mini. Мне очень нравится эта версия за счет ее достаточно 4.
Где это у нас версия? 4.1 мини. Здесь 4.1 нано, 4.1 мини. Вот эта версия, она достаточно дешевая, на мой взгляд, и справляется с заданием лучше, чем предыдущая версия 4.0 мини. Также я бы сюда необходимо нам добавить парсер. Так, подождите пока с парсером. Для того, чтобы добавить парсер, нам необходимо включить, что ответ должен быть разделен. Нам же нужны два параметра. Первый параметр это непосредственно captions, то есть эти субтитры, и второй параметр это сам скрипт. То есть нам необходимо добавить парсер, мы этот элемент активируем, нажимаем out parser и выбираем вот самый стандартный, соответственно, парсер. И здесь нам необходимо прописать, что на выходе мы хотим получать. А на выходе мы хотим получать скрипт и captions. То есть те самые субтитры. Так, куда-то он улетел не туда. Проверяем, чтобы эти параметры были output script и captions. Все окей. То есть мы здесь прописываем, как он должен делить также свой ответ. Хорошо. Нажимаем test step. И сейчас он нам генерирует сценарий про Майкла Джордана и генерирует те самые captions. Мы прописали, сколько секунд должно быть видео. Также можем здесь сделать динамически, чтобы он брал из нашего запроса, сколько секунд должно быть видео. Вы знали, что Майкл Джордан мог никогда не стать баскетбольной легендой. В общем, какое-то видео про Майкла Джордана. Отлично. Значит, мы часть, где мы генерируем скрипт, в принципе, закончили. И следующей нодой мы должны добавить сервис, который будет генерировать либо создавать те самые видео. Мы будем использовать сервис Blottata. Я вам уже в предыдущих видео про HeyGen рассказывал про этот сервис, о его преимуществах, о его недостатках. Это в первую очередь сервис для отложенного постинга, но сейчас они пытаются добавить, соответственно, в этот сервис и различные элементы с использованием искусственного интеллекта, поэтому этот сервис позволяет их генерировать видео. Значит, что нам необходимо сделать? Нам необходимо зайти в настройки этого сервиса и здесь в настройках получить, соответственно, API кредиты. Здесь добавляется определенное количество API кредитов, вы их можете пополнить, соответственно, количество API кредитов. Я не скажу вам стоимость пополнения, потому что я не пополнял, у меня вот оставшиеся мои API кредиты, я просто нажал Copy API. Здесь аккуратно, да, здесь можно как бы влететь на API кредиты, поэтому пополняйте только с умом. То есть смотрите количество API кредитов, которые у вас есть для генерации видео. Также сюда можно добавить свой голос от Eleven Labs, то есть голос, который будет озвучивать то самое видео. Это может быть ваш голос, либо выбрать голос из базы, который я вам сейчас покажу. То есть копируете свой API ключ и добавляете его в наш процесс. Мы создаем здесь edits, куда мы и пропишем, соответственно, все API-ключи, которые необходимы будут для нашей работы. Вбиваем JSON, то есть способ передачи данных, и вбиваем такой код, куда прописываем свой API-ключ и информацию о том, что должно подгружаться. Здесь есть скрипт, откуда должен браться. Здесь есть Voice ID, то есть голос, откуда должен браться. Вся эта информация, либо весь этот скрипт, он находится на сервисе Blottata. То есть нам необходимо зайти в Help, в документацию, и здесь найти этот скрипт, где, сейчас вам покажу, где он находится. Вот API N8N, и здесь вот есть Facelines видео. И здесь есть, соответственно, этот скрипт, который необходимо добавить. То есть вы его просто копируете отсюда, вот copy нажимаете и добавляете сюда. Единственное, вам вот тот API ключ необходимо добавить сюда. В качестве Voice ID вам необходимо прописать голос, либо взять свой голос Eleven Labs, либо выбрать, здесь у них есть также база голосов, где-то есть база голосов. Видео, вот Voice ID. Здесь есть база голосов, вы просто с этой базы голосов любой голос копируете, либо добавляете свой с Eleven Labs. Я выбрал здесь, по-моему, вот этого Брайана. Вот. Единственное, этот Брайан плохо говорит по-русски цифры, поэтому нужно еще, кстати, в промпте изменить, чтобы он не использовал никакие цифры. В
промпте, если мы используем какой-то голос Брайана. Если мы свой собственный голос используем, то там будет намного проще. То есть он уже будет на русском языке, и вы сможете при создании голоса правильно произнести цифры, и он будет просто эти цифры добавлять уже в правильном произношении. Копируем этот JSON-код и закрываем. Ну, добавляем, конечно, свой API-ключ. После того, как вы добавили эту ноду, вам необходимо настроить связь между N8N и вашим Blottata аккаунтом. Как это сделать? Делается это через HTTP request. Метод post. Ссылку добавляем также с сайта Blottata. Где это у нас? Вот N8N. И здесь, соответственно, все эти данные, что необходимо добавить, все это есть в документации по N8N. Без аутентификации, send handlers, здесь прописываем API-ключ и берем, соответственно, ноду с этого API-ключа. Давайте сейчас ее подгружу, test step. И берем вот эту ноду, я сюда не добавил API-ключ, но он автоматически, соответственно, сюда будет подгружаться. Дальше send body. Здесь выбираем JSON и добавляем вот эти параметры, которые также указаны на сайте Blottata. Вот. Добавляем ОК. То есть он подгрузит сюда ID, он то есть создаст ID, подгрузит голос, возьмет субтитры, да, которые были сформированы вот здесь, вот они, субтитры. Ну и, соответственно, скрипт возьмет, стиль придумает, да, сам, вот, например, либо мы можем самостоятельно прописать тот стиль видео, который нам необходим, либо мы можем также AI-агента попросить, чтобы он сгенерировал стиль, image, то есть откуда он будет брать изображение и откуда он будет брать видео для создания нашего сценария. Все. Эта нода будет уже генерировать запрос. Дальше нам необходимо создать таймер. Таймер нам нужен для того, чтобы процесс создания аватара, он занимает определенное количество времени. Здесь нужно поставить минут 10, то есть в течение 10 минут он должен подождать и выполнять этот процесс. Потому что процесс создания аватара, он по времени занимает в среднем минут 7. То есть за 7 минут создается подобное видео. Но чтобы наш процесс не нарушился и дальше работал, нам необходимо, соответственно, поставить задержку. Задержка будет в течение 10 минут. После этого нам необходимо это видео выгрузить уже непосредственно в сам Blottata. Для этого мы опять выбираем HTTP request. Здесь добавляем ссылку, метод get. Здесь прописываем Blottata API-ключ, и он сюда подгрузит, соответственно, API-ключ для того, чтобы он смог войти. Здесь будет URL, то есть URL, здесь статичный URL, где хранятся все видео для вашего аккаунта. Плюс он подгрузит видео, которое будет сгенерировано здесь. То есть он подгрузит идентификатор этого видео, и ссылка будет доступна здесь. Следующий этап, то есть, грубо говоря, мы что сделали? Мы дали запрос, мы сделали скрипт, мы сделали описание, captions, мы сделали субтитры, мы сгенерировали видео, и дальше мы уже отправляем это видео в социальные сети. Я не сторонник создания либо отправки видео в социальные сети. То есть я, знаете, по старинке, когда у тебя большой достаточно аккаунт, ты все равно стараешься минимум давать различным сервисам доступ к своим аккаунтам. Поэтому я все видео, которые генерирую, я, соответственно, их забиваю, например, либо если буду генерировать, то я отправлю выгрузку этих видео непосредственно, например, в Google Drive документы, и оттуда с Google Drive уже буду подгружать, либо отправлю их себе в Telegram, скачаю их и буду подгружать уже непосредственно со своего телефона. Если же вы хотите автоматическую публикацию, то вы также можете использовать тот же там сервис Blottata, просто вам необходимо здесь будет подключиться к тем социальным сетям, в которые вы хотите выгружать видео. После этого вы вставляете вот такой вот шаблон, и эти данные он уже будет передавать и публиковать в тех социальных сетях, которые вам необходимы. Инстаграм, что здесь запрещенный
Facebook, Threads, YouTube, LinkedIn, Twitter, TikTok. Что нужно, вы активируете, что не нужно, вы просто деактивируете и публикуете то, что вам нужно. Здесь еще необходимо вставить вот такую вот ноду. Она также взята с сайта Блатата, где мы прописываем Блатата наш API-ключ, где мы прописываем идентификаторы наших социальных сетей. Все эти идентификаторы мы берем отсюда, то есть после того, как мы подключим сюда свою социальную сеть, мы получим идентификатор, который нам необходимо будет загрузить сюда. И в зависимости от того, какие социальные сети вы выберете, вы, соответственно, будете публиковать там эту информацию. Здесь есть файлы как Final Text Long, Final Text Shorts, то есть длинное и короткое видео длинное описание и короткое описание. Здесь можно предварительно поставить, например, еще одного AI-агента, который будет вам генерировать два описания. Длинное описание к видео, например, с выставлением хэштегов, для выставления каких-то ключевых слов на основе того скрипта, сценария, который вы здесь устанавливаете. То есть дальше уже можно усиливать и улучшать этого AI-агента, но основная как бы функция его показано. То есть моя основная задача это просто показать вам возможность. Дальше вы уже адаптируете эти шаблоны под себя в зависимости от тех задач, тех социальных сетей, куда вы собираетесь публиковать эти материалы. В принципе, это все. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно скачивайте этот шаблон, либо другие шаблоны, которые есть в нашей базе шаблонов по N8N. Ссылка находится под этим видео в первом закрепленном сообщении, либо в описании. Переходите в бота, он вам все подробно рассказывает. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. Это очень важно. Напишите что-нибудь в комментариях. Понравилось, не понравилось, какие-то вопросы, может быть, есть. Все комментарии мы стараемся рассматривать и отвечать на них. С вами был Гризуевич. Пока.